Офицер Майкл О'Брайен никогда не думал, что его обычное патрулирование приведет его к мусорному контейнеру. Его сердце колотилось не от опасности, а от стона. Он был слабым, почти незаметным, но он был. Он пошел на звук, каждый шаг был наполнен страхом. Его разум лихорадочно обдумывал возможные варианты, и вот луч его фонарика упал на маленький дрожащий сверток, лежащий среди мусора. Это был ребенок. Ее расширенные от страха глаза встретились с его взглядом, который в тишине говорил о многом. Она была такой маленькой, такой ранимой, с бледной и липкой кожей. Ее выбросили как мусор, оставили умирать. В нем вспыхнул гнев, горячий и яростный, но он подавил его, зная, что его приоритетом была беспомощная жизнь, которая ждала его впереди. Он осторожно наклонился, и его большая рука уменьшила ее крошечную фигурку. Он подхватил ее на руки. Вонь от мусорного контейнера исчезла, когда он прижал ее к себе. Ее тепло резко контрастировало с холодным ночным воздухом. Он знал, что должен действовать быстро. Он срочно вызвал подкрепление. Его голос звучал ровно, несмотря на смятение внутри. Через несколько минут прибыла скорая, и он передал хрупкую жизнь в руки парамедиков. Когда скорая уехала, он почувствовал прилив решимости. Это было только начало. Завыли сирены. Их настойчивость отражалась в бешеном биении сердца Майкла. Он прижал малышку к себе и побежал к своей патрульной машине. Ее частое дыхание сопровождало каждый его шаг. Больница, место, которое он обычно избегал, не могла появиться достаточно скоро. Каждый красный сигнал светофора казался вечностью. Каждая секунда отмечалась победой над судьбой. В больнице медсестры, на лицах которых отражались шок и озабоченность, взяли ребенка из его рук. Он беспомощно наблюдал, как они уводят ее, исчезая за вращающимися двойными дверями. Воцарившаяся тишина была оглушительной, нарушаемой только эхом его собственного сердцебиения. Часы ползли своим чередом. Он мерил шагами приемную, и каждое тиканье часов было мучительным напоминанием о хрупкости жизни. Наконец появился врач, на его лице была написана усталость, но в глазах намек на улыбку. «С ней все будет в порядке, офицер. Она боец». Его охватило облегчение, такое глубокое, что он почувствовал слабость. Она будет жить. Он спас ее. Крошечное чудо, которое они называли ее надеждой. Оказавшись без имени, без прошлого, без идентичности, она цеплялась за жизнь с упорством, которое отражало дух города, в котором ее нашли. Майкл, человек, который отгородился от мира, его сердце ожесточилось за годы службы в полиции, почувствовал, что его тянет к ней. Он навещал ее каждый день, наблюдая, как она становится сильнее, а ее смех звучал музыкой для его ушей. Он держал ее крошечную ручку сквозь прутья кроватки, восхищаясь ее силой и упругостью. Он приносил ей игрушки, и его суровая внешность таяла, когда он рассказывал сказки о храбрых рыцарях и волшебных принцессах. Он видел, как ее глаза расширились от удивления, а беззубая улыбка стала наградой. Дни превратились в недели, недели в месяцы. Хоуп расцвела, и ее смех эхом разнесся по стерильным коридорам больницы. И Майкл, закаленный полицейский, нашел частичку себя, которую, как он думал, давно потерял, и которую пробудила невинная любовь ребенка, который выбрал его. В тот день, когда Хоуп вышла из больницы, сжимая своей крошечной ручкой его палец, Майкл понял, что его жизнь безвозвратно изменилась. Он без колебаний подписал документы об усыновлении. Его сердце переполняла любовь, на которую, как он думал, он никогда не был способен. Он больше не был просто офицером О'Брайеном, он был отцом. Он преобразил свою квартиру, которая когда-то была свидетельством его холостяцкой жизни, в рай красок и смеха.
Он научился ориентироваться в мире бессонных ночей, смены подгузников и постоянного удивления, возникающего при наблюдении за тем, как ребенок открывает для себя мир. Он рассказывал ей истории о ее спасении, никогда не уклоняясь от правды, но излагая ее так, чтобы это было понятно ее юному уму. Он наблюдал, как она расцветает, и ее смех был его постоянным спутником. У нее был дух, способный осветить самую темную комнату, стойкость, которая говорила о силе, которой она обладала с первого вздоха. Он поклялся защищать ее, дать ей ту жизнь, которую она заслуживала, жизнь, наполненную любовью и смехом, жизнь, свободную от страха, который она испытала в свои первые часы. Годы пролетели в череде школьных спектаклей, ободранных коленок и сказок на ночь. Дни. Надежда росла, ее светлый дух не угасал. Она преуспевала в школе, ее доброта и сострадание излучались вовне, трогая всех, кого она встречала. Майкл наблюдал за ней, и гордость переполняла его грудь, а сердце разрывалось от любви, которой не было границ. И все же, несмотря на радостный хаос их жизни, в глубине души Майкла не покидал вопрос. Кем были родители Хоуп? Почему они бросили ее? Эти вопросы не давали ему покоя, всплывая в минуты затишья, как постоянное напоминание о тьме, окутавшей ее юную жизнь. Он пытался найти ответы, просматривая старые материалы дела, выискивая тупиковые зацепки. Но прошлое Хоуп оставалось загадкой, головоломкой, в которой не хватало кусочков. Он знал, что правда где-то рядом и ждет своего часа, чтобы ее раскрыли. Он был многим обязан ей, узнать, откуда она родом, понять обстоятельства, которые привели ее к нему. Приближался 18-й день рождения Хоуп, и это событие наполнило Майкла гордостью и оттенком грусти. Она росла, расправляла крылья, готовая покорить мир. Он знал, что не сможет защищать ее вечно, но мысль о том, что она покинет родное гнездо, наполнила его знакомой болью. Он перебирал свои старые вещи в поисках особенного подарка для нее, когда наткнулся на пыльную коробку, которую не открывал уже много лет. В нем были памятные вещи с той роковой ночи, одеяло, в которое он ее завернул, крошечная шляпка, которая была на ней, и на самом дне выцветший конверт. Его сердце бешено заколотилось, когда он узнал свой собственный почерк на конверте. Много лет назад он написал это письмо Хоуп, в котором изливал свои чувства, надежды и страхи. Но внутри было что-то еще, что-то, что было спрятано, забыто. Это был маленький серебряный медальон, потускневший от времени. Он казался тяжелым в его руке, ощутимая связь с прошлым, о котором он ничего не знал. Глаза Хоуп расширились, когда она открыла медальон, и его серебряная поверхность отразила ее собственное любопытство. Внутри, прижатая к потертому бархату, лежала крошечная выцветшая фотография. На нее смотрели два лица, молодые и полные жизни. Мужчина и женщина. Их улыбки были похожи на ее собственные, улыбки ее родителей. Это откровение обрушилось на нее подобно приливной волне, смывая привычный образ ее жизни, оставляя ее дрейфовать в море вопросов. Кто были эти люди? Почему они бросили ее? Вопросы, которые преследовали Майкл в течение многих лет, теперь горели в ее собственном сердце жаждой связи, понимания. Она знала, что должна узнать правду. Вооружившись медальоном и выцветшей фотографией, она отправилась на поиски, чтобы раскрыть свое прошлое. Она изучала онлайн-базы данных, искала зацепки, и каждый шаг приближал ее к истине. Каждый ответ вызывал новые вопросы. Путешествие было полно тупиков и ложных надежд, но Хоуп отказывалась сдаваться. Она была обязана перед собой, перед Майклом, перед памятью двух незнакомцев на фотографии выяснить, что произошло много лет назад. Указанный адрес привел ее к скромному дому на окраине города. Ее рука дрожала, когда она постучала, сердце бешено колотилось о ребра. Дверь со скрипом отворилась,
и на пороге появилась женщина, лицо которой с течением времени исказилось, но в ее глазах была та же теплота, та же доброта, что и на выцветшей фотографии. «Привет?» — спросила женщина с беспокойством в голосе. «Меня зовут Хоуп», — начала она слегка дрожащим голосом. «И я думаю, что вы могли бы быть мной». Слова застряли у нее в горле, тяжесть момента угрожала раздавить ее. Но прежде чем она успела закончить, глаза женщины расширились, а рука взлетела ко рту. Слезы навернулись на глаза, затуманивая зрение, когда она произнесла одно единственное слово, которое разрушило тишину и наполнило пространство между ними невысказанными эмоциями на всю жизнь. Надежда? Правда, как и большинство вещей в жизни, была гораздо сложнее, чем Хоуп могла себе представить. Она узнала, что ее родители были молоды и сильно любили друг друга, но их семьи не одобряли их отношений. Они сбежали, решив построить совместную жизнь, но их счастье было недолгим. Ее отец, начинающий художник, связался с опасной компанией, отчаянно пытаясь свести концы с концами. У него был долг, который он не мог вернуть, а когда он отказался работать на другой работе, они пригрозили его семье. Ее мать, преисполненная надежды, умоляла его бежать, чтобы защитить их будущего ребенка. Он отказался, не желая жить в бегах. Однажды холодной декабрьской ночью сбылись их худшие опасения. Их квартира была разграблена, их скудные пожитки уничтожены. Они знали, что должны исчезнуть, чтобы защитить своего ребенка. С тяжелым сердцем они оставили Хоуп в единственном месте, где, как они думали, ее можно было найти. На оживленной улице рядом с полицейским участком. Это было самое трудное решение, которое им когда-либо приходилось принимать. Но они верили, что это единственный способ обезопасить ее. Воссоединение было горько-сладким, наполненным слезами радости, печали и ошеломляющим облегчением от того, что мы наконец узнали правду. Хоуп узнала, что несколько лет спустя ее отец скончался, став жертвой той жизни, от которой он так старался убежать. Ее мать, убитая горем и терзаемая чувством вины, годами искала ее, не теряя надежды, что однажды найдет свою дочь. Майкл, на сердце у которого было тяжело от осознания их самопожертвования, принял мать Хоуп в свою жизнь с распростертыми объятиями. Он увидел любовь в ее глазах, ту самую любовь, которая заставила его защищать Хоуп много лет назад. Они были семьей, связанной прошлым, которое они не могли изменить, но объединенной любовью, которая была выше времени и обстоятельств. Хоуп наконец-то поняла глубину любви своих родителей, на какие жертвы они пошли, чтобы защитить ее. Она хранила память о них как напоминание о том, что даже в самые мрачные времена любовь может одержать верх. Она обрела свою семью, но не в традиционном смысле этого слова, а в сердцах двух необыкновенных, обычных людей, которые любили ее безоговорочно, каждый по-своему. Жизнь продолжалась, ее ритм был успокаивающе постоянным. Хоуп окончила колледж, ее сострадание привело ее к карьере, где она могла бы изменить мир к лучшему. Она поддерживала тесный контакт со своей матерью, и их связь стала нерушимой после многих лет разлуки. Майкл, в волосах которого теперь появились седые пряди, наблюдал за ней с гордостью. Его сердце переполняло благодарность за крошечную жизнь, которая вошла в его мир и изменила его навсегда. Он нашел свое предназначение в самых неожиданных местах, в невинных глазах маленькой девочки, брошенной на произвол судьбы. Он был ее защитником, ее доверенным лицом, ее отцом во всех отношениях, что имело значение. Преодолевая трудности и одерживая победы во взрослой жизни, Хоуп несла с собой уроки своего прошлого. Она знала о преобразующей силе любви, важности прощения и силе, которая приходит, когда встречаешь неизвестное с мужеством и грацией. Она прожила свою жизнь с благодарным сердцем, зная, что ее история, хотя и родилась из трагедии, в конечном счете была историей надежды, стойкости
и неприходящей силы человеческого духа. Эхо той холодной декабрьской ночи, стон из мусорного контейнера породили симфонию любви, свидетельствующую о неприходящей силе человеческого духа и нерушимых узах, выкованных перед лицом невзгод. В течение следующих 30 минут история принимает неожиданный оборот. Майкл, ставший известной фигурой в своем сообществе благодаря своему героическому прошлому, сталкивается с новым испытанием, которое проверяет его решимость и мужество. Приходит таинственное сообщение, намекающее на опасность, угрожающую самому основанию жизни, которую он построил. По мере того, как он все глубже погружается в загадку, он раскрывает секреты, которые должны были оставаться скрытыми. Каждое откровение — это фрагмент темной головоломки, заставляющий его усомниться во всем, что, как ему казалось, он знал. Часы тикают, и каждая секунда на счету. Вместе с дочерью Хоуп их связь снова подвергается испытанию. Вместе они должны пройти коварный путь правды и обмана. Сара, бывший союзник, ставший противником, чьи мотивы окутаны тайной. Майкл сталкивается с моральной дилеммой – защитить свою семью или раскрыть правду, которая может их уничтожить. Ставки высоки как никогда, и прошлое готово всплыть на поверхность с удвоенной силой. Сможет ли Майкл снова спасти положение? Или тени прошлого вернутся и будут преследовать его? Следите за обновлениями, чтобы узнать, как история будет разворачиваться в захватывающем финале, который заставит вас нервничать. Путешествие любви, стойкости и силы человеческого духа продолжается, но теперь начинается новая глава, полная неопределенности и неизвестности. Часы тикают, и герой должен подняться еще раз. Но по мере того, как истекают последние секунды, появляется новая угроза, готовящая почву для еще более масштабной битвы. В течение следующих 30 минут герой-полицейский сталкивается с новым испытанием, которое проверяет его решимость. По мере того, как он все глубже погружается в тайну, он раскрывает секреты, которые могут изменить все. Майкл, наш герой, получает анонимное сообщение о надвигающейся угрозе, которая может подвергнуть опасности бесчисленное количество жизней. Вместе с его дочерью Хоуп они соревнуются со временем, чтобы расшифровать зашифрованные сообщения и собрать воедино все детали. В этой ключевой главе мы сделаем шаг назад, чтобы глубже погрузиться в предысторию нашего героя полицейского Майкла и спасенной им малышки, ставшей теперь его дочерью Хоуп. В этом 30-минутном фрагменте мы рассмотрим эмоциональное и психологическое воздействие этого судьбоносного спасения как на Майкла, так и на Хоуп, проливая свет на проблемы, с которыми они сталкивались на протяжении многих лет. Благодаря искренним интервью с ключевыми фигурами, включая коллег Майкла, его друзей и семью, мы получаем представление о человеке, стоящем за этим значком. Архивные кадры, снятые в день спасения, рисуют яркую картину хаоса и отваги, которые царили в тот момент. Драматические реконструкции оживляют испытания, которые пережили Майкл и Хоуп, подчеркивая их неразрывную связь и непоколебимую стойкость. По мере того, как мы разбираем слои их истории, мы обнаруживаем эмоциональные шрамы и силу, которая заставляет их двигаться вперед. Каждое интервью раскрывает часть головоломки, предлагая всеобъемлющее и увлекательное повествование, которое захватывает и вдохновляет. Присоединяйтесь к нам, когда мы будем исследовать их прошлое, размышляя о тех моментах, которые сформировали их, и об открытиях, которые продолжают направлять их путь. Эта глава не только о спасении, но и о неприходящей силе любви, мужества и надежды. Оставайтесь с нами, чтобы узнать историю, которая тронет ваше сердце и заставит вас затаить дыхание.